Эй, ребята! Сегодня мы окунемся в мир таинственных существ и необъяснимых явлений, которые порой оказываются прямо под нашим носом. Вы уже слышали о тех самых найт-краулерах? Реальные ночные странники, которые заставят вас взглянуть на мир под другим углом. А еще у нас на повестке полтергейсты. Они порой так близко, что даже не подозреваешь. Но это еще не все. Расскажем, что скрывает тоннель, о котором местные говорят шепотом, и покажем неожиданные кадры с футбольного поля, где заметили что-то совсем уж странное. Давайте вместе погрузимся в эти удивительные истории и узнаем, что за тайны они приносят. Первый случай произошел в отеле «Сесил», который расположен в Лос-Анджелесе. Суть истории вот в чем. В 2013 году студентка Элисы Лам пропала без вести. Никто не понимал, что же на самом деле произошло с девушкой. Как просто так может исчезнуть человек в 21 веке? Естественно, полиция и активисты сразу начали просматривать все возможные камеры, чтобы проследить, куда ходила Элиса, что делала, и не было ли никого рядом. И то, что они увидели на кадрах, повергло всех в шок. Последние кадры, на которых было видно студентку, были записаны на камеры видеонаблюдения в лифте отеля, в котором она остановилась. На нем отчетливо видно, как странно она себя ведет. Она очень активно нажимает на кнопки лифта, выглядывает из него, будто рядом с ней кто-то есть. Помимо этого видно, как она активно жестикулирует и разговаривает с кем-то. Но самое странное, что на видео нет буквально никого, кроме нее. Даже на других ракурсах не видно вообще никого. Но самое страшное то, что позже ее тело было обнаружено на крыше отеля. К тому моменту она была уже мертва. Лежала она, что странно, в водяном баке. К сожалению, ни одной камеры на крыше на тот момент не было, так что не было понятно, что или кто убил ее. А следующие кадры происходят из Калифорнии. Там вообще происходит что-то невероятное. В общем, история заключается вот в чем. В 2007 году один мужчина запечатлел ужасающие кадры. На них видно так называемых найт-краулеров. Кто это такие? Что это за существа? Согласитесь, выглядят они очень страшно. Если кратко описывать эти кадры, то вряд ли вы найдете слова. Существа с огромными ногами и небольшой головой. Судя по видео, они передвигались по самым обычным улицам и дворам. И выглядит это очень крипово. Честно говоря, они мне напоминают монстров из игры The Forest. Вообще многие говорят, что это монтаж, и что на самом деле этих существ нет. Верится в это на самом деле без труда. Но вот необъяснимые факты, первые видео, как я и озвучил, появились в сети в 2007 году. Но спустя целых 4 года, в 2011 появились новые видео с этими страшными существами. Помимо этого, в районе, где были сняты кадры, начали пропадать люди. При этом преимущественно в ночное время суток, как раз в то время, когда и были сняты эти кадры. А главное, не было никаких следов насилия или еще чего-то. В общем, страшные дела происходят в этом районе. А вы верите в существование призраков? Лично я не особо. Но я нашел довольно пугающие кадры из Австралии. Вообще, я не очень люблю эту страну. Там столько всяких существ, которые готовы убить тебя. И, видимо, не только пауки, крокодилы и змеи водятся там. Ведь в магазине, который расположился в Канберре, происходило что-то непонятное. Суть дела вот в чем. В 2013 году камеры видеонаблюдения зафиксировали поразительный момент. В магазине буквально никого, и по какой-то причине стеклянная банка, которая стояла на прилавке, взяла и сама по себе сдвинулась. Естественно, она упала и разбилась. Думаю, люди, которые в тот момент были в магазине, например, охранник или какой-то другой работник, не на шутку перепугались. И все бы окей, можно было бы спихнуть все на какую-нибудь змею, которая проползла по полке. Но, просмотрев записи за последние сутки, никто не заметил чего-то странного. Еще одного призрака заметили в Боливии. В этот раз он появился в очень неожиданном месте, а именно на стадионе Эрнандо Силес. Сам случай произошел довольно давно, в 2014 году. И самое пугающее, что это произошло прямо во время футбольного матча. Пугающие кадры, так что советую вам подготовиться.
На видео вы можете заметить нечто необычное. Камеры засняли удивительную темную фигуру, которая быстро передвигалась по трибунам. Смотря на это видео, у меня сложилось впечатление, что этот призрак буквально пробегал сквозь людей. Еще больше может напугать тот факт, что в прошлом на этом стадионе погиб футбольный фанат. Произошло это также во время матча. Поговаривают, что он неудачно упал со ступенек, из-за чего сломал себе шею. Вполне возможно, что с тех пор он наблюдает за всеми матчами. А его призрак продолжает жить прямо на этом стадионе. Кто знает, какие ужасные вещи происходят на этом месте, когда там никого нет. А еще я нашел одну статью, как очень любознательные ребята решили посетить это место ночью, когда на стадионе вообще никого не было. И по непонятным причинам один человек из компании пропал. Самое страшное то, что его друзья слышали ужасающий крик. А после на стадионе стояла мертвая тишина. Говорят, что того парня до сих пор никто не нашел. Еще один случай произошел на этот раз в Ирландии. В городе Корк было замечено необычное явление. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как внутри здания происходит что-то невероятное, будто кто-то ходит и трогает все предметы вокруг. Сам ролик датируется 2017 годом. Именно тогда и появились эти кадры. На них, судя по всему, запечатлели действия самого настоящего полтергейста. Шкафчики сами по себе открывались без воздействия извне, а после с сильным хлопком закрывали. В коридорах летали предметы, и помимо этого падали знаки. Сам ролик действительно впечатляющий. Ну а самое интересное – это, конечно же, предыстория всего происходящего. Существует местная легенда, как на месте этой школы произошло ужасное убийство. И спустя многие годы призрак жертвы до сих пор ходит по земле и подает всем остальным знаки о своем существовании. Следующие кадры повергли в шоке всех жителей Техаса. Дело было ночью. Обычный парень ехал себе по делам по дороге. И он уж точно не ожидал встретить что-то невероятное и пугающее. В 2015 году водитель совершенно случайно заснял очень странное и жуткое существо. Оно перебегало дорогу прямо перед его автомобилем. Самое страшное, что это точно не был человек, переодетый в костюм. Дело в том, что это нечто очень худое с длинными руками и ногами. И главное, у него светились глаза. Самое удивительное то, что водитель по какой-то причине остановился посмотреть на это чудо. Лично я бы сделал вид, что ничего не заметил, и по-быстрому сбежал. Видимо, он был очень уставшим, поэтому его чувство самосохранения просто отключалось. В любом случае, ужасающие кадры он увидел не только вживую, но и уже дома, будучи в полной безопасности. Кто знает, может быть, это нечто было злым и агрессивным. Просматривая десятки, если не сотни роликов, я уже начал верить в существование призраков. Особенно страшно сидеть одному дома, когда вокруг буквально никого. Ведь в такие моменты довольно часто происходят странные вещи. Например, можно услышать, как падает какой-то предмет, или даже плач ребенка. Я вот теперь боюсь выходить из дома и сижу в закрытой комнате. А все из-за следующего видео. Впервые оно появилось в местных группах Аргентины. В 2016 году один охранник больницы смог заснять на камеру фигуру маленькой девочки. На нем отчетливо видно, как охранник с кем-то разговаривает, хотя в кадре совершенно никого нет. Лично меня это напугало бы довольно сильно. Но самое страшное произошло дальше. Дело в том, что на следующий день работники больницы решили выяснить, кто же это был. Они начали проверять буквально все палаты и всех больных. И вот что странно, в больнице на тот момент не было ни одного ребенка. В этом учреждении уже давно не принимали несовершеннолетних, поэтому чисто физически там не мог оказаться ребенок. Нет. Но откуда тогда появилась эта девочка? Местные поговаривают, что раньше в больнице принимали детей и даже проводили сложные операции. И тут есть одна довольно грустная и страшная история. В общем, была одна девочка, которую начали лечить не от того заболевания, которое у нее было. Из-за этого все усилия врачей делали ей только хуже. В конечном итоге девочки не стало. И вполне возможно, что то был именно ее призрак. Вот такие новости.
А вы верите в призраков? А в различных мистических монстров? Лично я больше бы поверил в первое. Ведь истории про монстров довольно часто и просто опровергают. Взять, к примеру, лох-несское чудовище. Когда-то давно была сделана фотография удивительного существа, похожего на дракона или динозавра. Но люди довольно быстро и легко развеяли эту легенду, хотя кто-то в нее до сих пор верит. Но есть один небольшой видеоролик, который до сих пор изучают многие конспирологи и ученые. В общем, в 2019 году дрон заснял нечто подозрительное. В озере Лох-Несс, как раз там, где были сделаны кадры с тем чудовищем, появилась какая-то странная тень. Она была настолько огромной, будто существо, от которого и исходит эта тень, было размером с динозавра. Вообще, изучая теории про это чудище, я натыкался на огромное количество удивительных открытий. Например, что это озеро соединено подводными тоннелями с мировым океаном. Так что у многих людей невольно закрадываются мысли о том, что на самом деле чудище существует. На самом деле я могу в это поверить, ведь мировой океан вообще не изучен человеком. Кто знает, быть может, действительно существуют подводные монстры по типу мегалодона или того же лох-несского чудовища. Ладно, давайте мы снова вернемся к видео с призраками. Ведь это намного интереснее, не так ли? Лично мне они больше нравятся, чем всякие там чудища, которые выглядят так, будто они сделаны из пластика. Так вот, следующий случай произошел в 2018 году в Японии. И самое жуткое, что это видео было заснято в одном из самых страшных мест этой страны. Наверняка вы уже слышали про туннель Киотоки. Это довольно длинный тоннель, который печально известен из-за большого числа призраков. Дело в том, что его построили в далеком 1929 году. Если вы хорошо изучали историю мира, то наверняка должны знать, что в те времена Япония не была передовой страной мира. Поэтому и условия труда при строительстве столь масштабных проектов были, мягко говоря, не самыми лучшими. По этой причине во время строительства погибло довольно много людей. Точное число, к сожалению, узнать практически невозможно. Но поговаривают, что числа там трехзначные. Думаю, по этой причине там и может водиться большое число призраков. Есть еще одна городская легенда, связанная с этим местом. Внутри тоннеля есть зеркало. Поговаривают, если в нем увидеть призрака, то человека будет ждать ужасающая смерть. Мучительная и болезненная. А до этого вас будут мучить страшные кошмары. Звучит жутко, не так ли? И самое страшное, что это может быть далеко не легендой, а самой настоящей правдой. Было уже несколько десятков случаев, когда люди после похода в это место сходили с ума, а после поканчивали с собой. Но самое жуткое я оставил вам на сладкое. В 2018 году один парень смог заснять на свою камеру проезд по этому тоннелю на своей машине. Это выглядело довольно жутко, особенно когда мимо проезжал велосипедист. Ну, а вы заметили нечто неладное? Еще когда он не появился в кадре, вдалеке что-то сверкало. Что же это было? Быть может, в этом месте действительно водятся призраки рабочих и других людей. В общем, крайне жуткое место. Не хотел бы я там побывать. Ну что, пора бы мне уже заканчивать, не так ли? Ах да, я же обещал вам целых 10 видео с призраками и чудовищами. Ну что, пора выполнять свои обещания. Так что давайте я вам покажу еще один удивительный и страшный ролик, который произошел в одной из стран Востока. В общем, группа ребят решилась прогуляться по старой заброшенной школе. Когда-то давно там кипела жизнь, учились дети, да и вообще все было просто супер. Но случилось одно ужасающее событие, из-за которого эту школу решили закрыть. В один из учебных дней в школе обнаружили тело мальчика. Оно было обезглавлено. В тот момент никто не понимал, кто и зачем это сделал. До сих пор до конца неизвестно, нашли ли виновных в том событии. Но одно я знаю точно. После того случая школу закрыли. И вот ребята решили прогуляться именно по этому месту, видимо, вспомнить свои школьные годы. Всю прогулку они снимали на камеру. Для чего, непонятно. Возможно, чтобы запечатлеть этот момент. И вот на одном из кадров отчетливо видно, как на них движется полупрозрачная фигура без головы. Скорее всего, это был призрак, ведь ребята совершенно ничего не заметили.
Они продолжили общаться, как ни в чем не бывало, да и в этой комнате к приходу ребят совершенно никого не было. И лишь когда они решились пересмотреть видео, которое сняли, они увидели этого призрака. Страшные кадры, не так ли? Ну что, как вам все эти истории? Лично мне очень понравились видео с призраками. Ведь очень трудно поверить, что это кто-то очень успешно подготовил и смонтировал. А даже если они так и смогли сделать, то должно быть они настоящие профи. Кстати, знаете ли вы, где еще нужны профессионалы? В нашей команде. Друзья, у вас есть возможность попасть в нашу команду. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках. Или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в Telegram-бота. Ссылка в описании. И спасибо вам за просмотр.